Очевидно, что перманентно увеличивающаяся дальность современных ракет класса «Воздух-воздух» и «ЗУР» предполагает и существенный рост рисков уничтожения отечественных самолетов ДРЛО и У, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданных на базе тяжелых транспортных машин семейства Ил-76 и узкофюзеляжных пассажирских специальных самолетов Ту-214. Не менее туманны в этом плане перспективы российских аналогов американского Grumman Е-2 Hawkey, самолетов Ил-114-300, Ил-212 и Ил-112В. Что же касается предполагаемых некоторыми специалистами в качестве платформы для создания самолетов ДРЛО и У, импортозамещенных МС-21 и сухой Суперджет Нью, то следует отметить, что данные машины находятся в начале своего жизненного цикла и в ближайшие десятилетия будут крайне востребованы в гражданском авиасообщении. К тому же их адаптация в качестве самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления займет достаточно большое время, которого у нас по сути нет. Как бы то ни было, все вышеназванные машины более чем уязвимы перед ракетами класса «Воздух-воздух», равно как и зенитными управляемыми ракетами большого радиуса действия реального и потенциального противника. Даже заменив Ил-76 на Ту-214, мы выиграем немного. РЛС американского AWACS Boeing E-3 Sentry обнаруживает первую машину на дальности порядка 500-600 км, а вторую 450-500 км. Кроме того, собственное излучение больших российских самолетов ДРЛО и У настолько велико, что средства радиотехнической разведки обнаруживают их достаточно легко. И наиболее оптимальным способом минимизации рисков для отечественных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления представителям экспортного сообщества видится создание пространственно распределенного комплекса «Аргус». В древнегреческой мифологии всевидящий многоглазый великан. С учетом ограниченности выбора существующих авианесущих платформ, обладающих соответствующими характеристиками грузоподъемности для размещения радиолокационного комплекса и приемлемыми показателями дальности обнаружения цели, оптимальным и наиболее перспективным вариантом следует считать тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Почему именно он? В основном из-за своих объективных плюсов. Во-первых, это его малозаметность в радиолокационном и тепловом диапазонах длин волн. Для чего малозаметность светящейся на несколько сотен километров беспилотной платформе ДРЛО и У, работающей в активном режиме, спросите вы? Все очень просто. Активные радиолокационные головки самонаведения, установленные на ракетах «Воздух-воздух» и «ЗУР» большой дальности, значительно уступают в мощности радиолокационным станциям ЗРК и самолетов-истребителей. А значит, и захват ими БПЛА С-70 «Охотник» становится более проблематичным. Во-вторых, это серьезные характеристики продолжительности и дальности полета, составляющие примерно 6000 километров. По данным характеристикам, российский БПЛА уступает американскому стратегическому разведывательному беспилотнику RQ-4 Global Hawk, но они выше, нежели у других отечественных беспилотных и пилотируемых платформ, обладающих собственными параметрами грузоподъемности. Ну и в-третьих, большая грузоподъемность, варьирующаяся в диапазоне от 2,8 до 8 тонн, что в сочетании с вместительным внутренним отсеком обеспечит беспроблемное размещение эффективного радиолокационного комплекса. Обозначенные выше преимущества ударного российского беспилотника С-70 «Охотник» обеспечивают ему статус базы для разработки двух элементов многоцелевого пространственно-распределительного комплекса разведки – высотной С-70ВР и радиолокационной С-70РР. Рассмотрим их подробнее. Доработка стандартного «Охотника» до уровня С-70РР не выглядит сложной. БПЛА полностью освобождается от бортового оборудования, а на его месте монтируются элементы радиолокационного комплекса, РЛС, средства радиотехнической разведки и аппаратура, высокоскоростной шифрованной, включая спутниковую связь. В одном из внутренних отсеков предполагается размещение выдвигающейся РЛС бокового обзора с увеличенной АФАР. Такой, например, как в составе РЛК Н-036 «Белка» российского истребителя Су-57. Возможны и другие варианты технических решений, например, с использованием одностенного полотна, способного разворачиваться на 180 градусов, или направленного перпендикулярно направлению движения двустороннего полотна, а также посредством размещения в носовом отсеке дополнительного полотна, отвечающего за обзор передней полусферы.
Кстати, такие решения достаточно активно применяются сегодня в перспективных проектах самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ведущих в этом направлении стран от традиционного ГРИБа постепенно отходят. В зону ответственности беспилотного летательного аппарата С-70РР, кроме задач ДРЛО-ИУ, входят и радиолокационная разведка наземных целей и картографирование поверхности Земли в режиме синтезированной апертуры. Однако активное ведение радиолокационной разведки не единственная задача многоцелевого пространственно распределенного комплекса воздушной разведки «Аргус». Очевидно, что воздушно-космические силы Российской Федерации серьезно отстают в разработке и создании стратегических беспилотных высотных разведчиков от тех же США, обладающих как проверенным временем RQ-4 Global Hawk, так и относительно новыми RQ-180 Whitebird. По мнению профильных специалистов, использование С-70 «Охотник» в качестве платформы для многоцелевого пространственно-распределенного комплекса воздушной разведки «Аргус» способно решить и данную проблему. Ключевым отличием С-70ВР от С-70РР является максимально возможное облегчение конструкции. Громоздкая подфюзеляжная радиолокационная станция заменена высокоэффективной оптико-электронной станцией, в состав которой включены малоразмерная РЛС, отвечающая за секторный допоиск цели, оборудование радиотехнической разведки, а также ночной, дневной и тепловизионные каналы. Применение «Охотника» позволит российской оборонке, что называется, перепрыгнуть через поколение беспилотников, представленное RQ-4 Global Hawk, и перейти к поколению машин вроде RQ-180 Whitebird. И хотя полной аналогии новому американскому высотному разведывательному БПЛА С-70ВР явно не станет, но его использование позволит оптимизировать турбореактивную силовую установку в режиме полетов на соответствующих высотах и активизировать процесс снижения массы конструктивных элементов, в том числе и в результате применения композитных материалов. А теперь о серьезной проблеме, существенно затрудняющей применение воздушно-космических сил Российской Федерации, заключающейся в отсутствии современной высокоскоростной шифрованной спутниковой связи, характеризуемой низкими задержками сигнала, что необходимо и С-70РР, и С-70ВР. Но даже в случае наличия такой связи нельзя сбрасывать со счетов риски ее вывода из строя потенциальным противникам. Следовательно, обеспечение управления беспилотниками, равно как и обработку передаваемой ими разведывательной информации, невозможно без воздушного пункта управления ВПУ. В качестве такового предполагается использовать среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер Ту-214, условную модификацию которого можно обозначить как ВПУ «Дирижер». Более того, такое решение способно стать самым простым вариантом реализации многоцелевого пространственно-распределенного комплекса воздушной разведки. Ведь в российском авиапарке уже имеются машины версии Ту-214Р, изделия 411, предназначенные для ведения оптико-электронной и радиотехнической разведки, и Ту-214СР, ретранслятор, обладающий схожим функционалом. Теперь немного о составе комплекса «Аргус» и тактике его применения. Оптимальным вариантом пространственно-распределенного комплекса ДРЛО-ИУ является следующий: воздушный пункт управления Ту-214 «Дирижер», 2 С-70ВР и 4 С-70РР. Данная конфигурация позволит «Аргусу» контролировать линию фронта протяженностью не менее 1000 километров, заменив собой два тяжелых самолета ДРЛО-ИУ и превосходя их не только в плотности радиолокационного поля, но и в способности оперативно обнаруживать и достаточно точно классифицировать воздушные, наземные, надводные цели, а также в устойчивости к массированным атакам противника. Поскольку на высотах в 10-15 километров облачность, как правило, отсутствует, это позволяет всерьез говорить о возможности применения прямой лазерной связи между Ту-214 ВПУ «Дирижер», С-70ВР и С-70РР. Что это дает? Только одно – абсолютную невозможность постановки помех этому комплексу, как говорится, по умолчанию. Кстати, именно такие технологии прямой высокоскоростной межспутниковой лазерной связи отработаны в рамках американской системы Starlink. Ведутся подобные работы и в России. Резюмируем. Создание пространственно распределенного комплекса воздушной разведки «Аргус» обеспечит российской оборонке не только ликвидацию отставания в части строительства самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, но и в плане разработки и создания стратегических высотных беспилотных разведчиков, способных обеспечить Российскую Федерацию
информационное превосходство, без которого невозможно стратегическое господство в воздухе. Применение Аргуса в рассмотренной выше конфигурации создаст непроницаемый для средств воздушного нападения щит, ширина которого составит 1000 и более километров. Естественно, достижение максимального уровня эффективности потребует его глубокой интеграции с действующими беспилотными и пилотируемыми платформами, системами радиотехнической разведки, наземными радиолокационными станциями и, скорее всего, с орбитальной группировкой спутников-разведчиков. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.